Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю незабываемо вкусный и очень быстрый торт йогуртовый панчо. Это моя версия этого торта. Торт получается буквально тающим во рту, съедается мгновенно такой тортик. Готовить буду я в прямоугольной форме на большую компанию этот торт. Более классический вариант этого торта есть на моем канале тоже на большую компанию, тоже в прямоугольной форме я его готовила. Очень часто многие находят классический вариант торта панчо слишком калорийным. Сегодня же я показываю не такой калорийный вариант этого торта, который готовится вместе с выпечкой уже буквально за 1 час. Итак, сначала приготовим шоколадный корж. Для шоколадного коржа нам понадобится 110 грамм муки, 20 грамм какао-порошка и 5 грамм разрыхлителя. Все это я перемешиваю и пока что отставляю в сторону. 2 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара, 80 грамм сахара. Перемешиваю все просто большим венчиком. Вы можете перемешивать здесь и миксером. 80 миллилитров молока комнатной температуры и 40 грамм растительного масла без запаха. Все перемешиваю. Как я уже сказала, при желании вы можете все это взбивать миксером, но это особо не повлияет на результат. Просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекается корж буквально за 20 минут. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можете брать смело круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Я все это напишу в описании под видео. Выпекался корж у меня 20 минут на среднем уровне, без конвекции. Духовку, конечно же, во время выпечки не открываем. Сразу же, как только я могу дотрагиваться до формы, я извлекаю корж из формы. Срезаю у него сейчас шапочку. Шапочка нам понадобится для начинки. И нижний корж как основа. То есть справиться с приготовлением этого коржа даже человек, который вообще никогда ничего не выпекал. Нарезаю сейчас вот на такие квадратики, примерно 1,5 на 1,5 сантиметра. Шапочку от коржа. Самые крайние вот эти вот остаточки я оставлю на обсыпку торта. Делается этот торт, как я уже сказала, очень быстро. Начинку здесь можно использовать любую абсолютно. Я буду делать персик маракуйя. Йогуртовую начинку очень легкую и незабываемо вкусную. Как приготовить такой большой торт панчо, но в более таком классическом варианте, я вам ссылочку, конечно же, оставлю на то видео в описании к данному видео. Нарубаю здесь 100 грамм грецких орехов, я их не обжаривала. Вот как они у меня есть из упаковки, так я их просто нарубаю ножом сейчас. И отставляю пока что в сторону. И приготовим сейчас мусс для торта. Как я уже сказала, я буду готовить это с персиками. Вы же можете использовать классический вариант с ананасами. Все, что вам нравится. Но мой вариант сегодня вот такой. Здесь у меня 480 грамм персиков. Это без жидкости вес. Выливаю их на сито, чтобы обтекла жидкость. Нарезаю кубиками. Естественно, всем понятно, что персики эти экстремально скользкие, поэтому если кому-то нужны ровные кубики, нужно нарезать при помощи какого-либо приспособления. Сейчас их продается очень большое количество кухонных приспособлений различных для нарезания. Я нарезаю здесь обычным ножом. Пока что перекладываю все это в тарелку и сейчас буду с ними сразу собирать торт. 25 грамм желатина, 150 миллилитров холодной кипяченой воды. Сразу же перемешиваю, ничего не жду, иначе желатин может пойти комками. И отставляю сейчас до набухания. Желатин здесь должен быть силы не менее чем 200 блюм, примерно 200-220 блюм. 400 миллилитров холодных сливок для взбивания, 16 грамм ванильного сахара, 50 грамм сахарной пудры. Жирность сливок должна быть не менее чем 30% жирности. Взбиваем все до мягких пиков, не до устойчивых. Здесь у меня сок маракуйя, обычный покупной, 250 миллилитров.
Можно брать здесь и тропических фруктов сок. Сливки здесь у меня пастеризованные. Упаковки тетрапак. Поэтому здесь смотрите, чтобы сок не был экстремально кислым. И сливки желательно брать пастеризованные, чтобы они не свернулись от кислой массы. Я сейчас далее объясню, как лучше сделать. Йогурта здесь килограмм, персик маракуйя. Добавляю туда, показываю вам, как сделать самый вкусный персиковый мусс. Быстро из самых подручных простых продуктов. 3,5% жирности здесь йогурт. Чем жирнее будет йогурт, тем будет вкуснее. Если вы не уверены в качестве своих сливок, лучше йогурт и сок смешать вместе и потом уже добавить к сливкам. Желатин сейчас распустила в микроволновке импульсами примерно за 30 секунд. И ввожу желатин сейчас на малых оборотах миксера сразу в массу. Если вы новичок и не знаете, как работать с желатином, добавьте предварительно в желатин распущенный несколько ложек йогуртовой массы. Объедините, чтобы выровнять температуру обеих масс, и тогда только вводите уже в общую массу йогуртового мусса. Надеюсь, я понятно объяснила. И йогурт и сок должны быть здесь комнатной температуры обязательно, чтобы лучше разошелся желатин уже в этой массе, чтобы она была не экстремально холодной. На данном этапе нужно проверить на сладость эту массу и добавить сахара по вкусу, если вам это нужно, потому что сок может быть очень кислым. Ничего здесь ждать не нужно, сразу же выливаем половину мусса на корж. Я форму, естественно, подготовила заранее, застелила ее ацетатной пленкой по бокам. Половину всех орехов я высыпаю на мусс. И половину бисквитных кубиков я также высыпаю сейчас в этот мусс. В рецепте я показала вам мусс, как приготовить его с соком маракуйи. Но, конечно же, вы можете сок, который остался у вас от персиков, использовать для приготовления этого мусса. То есть не обязательно это делать с соком маракуйи. Вы также можете 250 мл вот этого сока от персиков взять и использовать его для приготовления этого мусса. Если вы не любите, допустим, маракуйю, или вы не хотите слишком много ингредиентов использовать для приготовления этого, можно сказать, простого тортика. Половину персиков я также высыпала на этот мусс. И практически всю вторую половину часть мусса я также выливаю уже на начинку. Выкладываю остаток орехов. Остаток бисквитных кубиков. И остаток персиков. И оставшимся муссом я сейчас залью всю эту массу. То есть делается это проще простого все. Буквально за какие-то минуты. Если у вас нет ацетатной пленки, вы можете здесь использовать канцелярские папки, либо же брать более глубокую форму. Вы также все это можете делать и в миске, как готовится традиционный торт панчо, то есть в круглой форме, чтобы он у вас просто находился вот в такой глубокой миске. Это все на ваше усмотрение. Я просто готовлю по обыкновению в прямоугольной форме, потому что его очень удобно потом нарезать на порционные кусочки. Его также можно подавать как порционные пирожные. Тортик здесь большой, он выходит примерно на 15 порций, это минимум. Убираю сейчас все это в холодильник минимум на 3 часа. У меня прошло практически 4 часа. Измельчаю сейчас остаточки бисквита, которые у нас оставались от обрезков. Посыпаю ими тортик, этими остатками. И посыпаю также шоколадной стружкой. Она у меня покупная, вы можете этого не делать. Можете просто натереть шоколад, можете растопить шоколад и полить тортик. Все на ваше усмотрение. Вы можете это сделать еще до того, как вы поставили торт в холодильник, как вам самим нравится. Снимаю ацетатную пленку. Превосходно торт держит форму. Если вы будете придерживаться пропорций, брать хороший качественный желатин, силы минимум 200 блюм, 200-220 блюм должен быть желатин, у вас все прекрасно застынет и получится. Изумительно вкусный, просто легкий торт получается, очень красивый в разрезе. Как я уже и сказала, вы можете вместо персиков использовать, естественно, ананасы, а также другие фрукты и ягоды по вашему вкусу. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.